Всем привет, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Что он задумал? Вот что он задумал. Давайте посмотрим, узнаем сегодня. Этот расклад Таро для мужчин и для женщин на загаданного человека. Посмотрим мысли, чувства, планы, действия по отношению к вам, загаданного человека. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, на своего мужчину, на свою женщину. И по традиции начнем с того, что мы посмотрим, что происходит между вами сейчас. Ну, как минимум, вам кажется, может и не кажется, да, выглядит это все как любовь. То есть вы чувствуете, что нашли свою вторую половину, он так тоже может чувствовать, и вы транслируете один другому это чувство, да, вы, может быть, еще не сказали, не признались там друг другу в любви, но как минимум вы сближаетесь и принимаете на бессознательном уровне друг друга. Здесь на стороне женщины черный кот с креветкой, кстати, с креветкой, а на стороне мужчины рыжий и черный кот. Ну, без креветки, да. Ну, дело тут не в креветке, дело здесь в любви, да. То есть, как минимум, один из вас любит другого, а второй тоже, скорее всего, любит другого. Да? Речь идет о любви. Совсем недавно у вас произошло какое-то потрясение. Возможно, ссора, возможно, внезапный разрыв. Может быть, партнер выпал в осадок, или выбил вас в осадок, или ввел вас в состояние осадка. Здесь может быть женщина помешала вам, какая-то соперница, может быть соперник. То есть произошел резкий коллапс ваших отношений. Может быть недопонимание, может быть вы не думаете, что то, что произошло между вами, и сидите гадаете, это конец или пауза. Но башня выпала. Что значит башня? Башня — это все плохо. Мало того, что если к башне прибавить вот эту двойку, получится вроде бы как луна, и теперь вообще и на душе противно, тяжело, и непонятно, хоть волком вой на луну, да? Нелегко ни вам, ни ему. Ну, особенно мужчине здесь не очень легко, женщине тоже здесь нелегко, и вам нелегко все вернуть. И нелегко вернуть его, да и себя нелегко вернуть в эти отношения. То, что между вами произошло, это так должно быть, так приготовила вам судьба такое испытание. И помните о том, что вы всегда пройдете все испытания. Далее, ну что будет дальше, да, и какая тенденция? У вас эта ситуация с паузой, она затягивается, вот поэтому и непонятно, разрыв это, конец это или пауза. Да? Мужчина здесь страдает, переживает, мучается, ну и женщина, скорее всего, тоже. Тем не менее, повешенный говорит еще часто о том, что мужчина, ну или кто-то из партнеров достаточно сильно зависим в этой ситуации от обстоятельств. И это действительно кармическое испытание. Да? Мужчина долго не может выйти ни на связь, ни решиться на то, чтобы ему что-то делать. Хотя ключи от всех возможностей у него в руках. Да? То есть все в его руках, а он что-то как-то подзавис. Ну и следующая карта. Есть туз мечей. В будущем будет решение. Будет как минимум серьезный, важный разговор. И эта ситуация разрешится. Но как минимум вы об этом думаете. Партнер, скорее всего, тоже об этом думает. Здесь повешенный очень хорошо думает, кстати, как ему выйти из этого состояния подвешенного. Ну и, значит, я вам так скажу. Бесконечно долго эта ситуация длиться не может. Да, она может затянуться на полгода-год, условно говоря. Если взять, допустим, тот период, когда вы смотрите до конца года, осталось не так-то и много времени, месяц-полтора, да, условно. Но она может продлиться и год. Почему? Потому что это затяжная карта. Ну, сперва она продлится до конца этого года, да. Потом она продлится на полгода, это полгода карта. А вообще, то есть до конца года может
дотянуть, да, то есть на год это может все затянуться, то есть по срокам, да, то есть вы как бы и должны чувствовать, что это надолго, это всерьез, да, это серьезное какое-то испытание, но в конце концов будет решение, то есть это не бесконечная история, да, вот есть когда вот звезда, если тут где-то выпала, я бы сказал, что вот это на очень долго, поэтому там запасайтесь мешками попкорна, терпением, валидолом, да, там, валерьяной, ну или чем вы там любите себя подлечить, да, в таком случае. Поэтому в вопросе любви, если вспыхнула любовь и чувство, то будет решение. Но вам нужно пройти страдания, боль, испытания и потрясения. Да, вот такое вот решение будет. Давайте посмотрим, какие у него чувства к вам сейчас после этого потрясения. Чувства. Именно начнем с чувств. Вот что он сейчас чувствует к вам? Что он сейчас чувствует? Вообще остались ли у него чувства после вот такой вот башни, да? Ну, после башни. Какие могут быть чувства? Ну, наверное, никаких, да. Остались ли у него чувства? Да, у него остались чувства. И есть некое зерно или какой-то предмет, который дорог ему, или какое-то зерно, которое вы в него как партнер заложили, или как партнерша, да, и он вот как ребенок, знаете, ну, як украинскую кажут, тишится, да, то есть у него есть какой-то такой артефакт от вас, какой-то предмет, который ему дорог, и он чувствует связь благодаря этому предмету. Может, это там какой-то там подарок, я не знаю, на какую-то дату значимую, на день рождения там, или при встрече. То есть есть что-то материальное, что он держит в руках и чувствует с вами связь. Что он чувствует? Чувства в нем остались, и он чувствует, что есть некий шанс на то, что, может быть, что-то будет, ну, по-другому как-то, да, вот именно по-другому здесь. Это вот как бы новый этап, период. Хорошо, а что он сейчас думает? И вот давайте мысли посмотрим. Нифига себе. Вот это да. Он сохранил в себе любовь к вам. И в чувствах он, это благодаря предмету, а в мыслях это благодаря тому, что вы держались либо рука за руку, либо были возле какого-то костра, огня, а может быть вас объединяет какой-то обряд, ритуал, да, вы что-то делали. То есть разорвать это вы не можете просто так. Ну, вы оба, а он так тем более не может, да. Ну, то есть понимает ли он это? Ну, он как бы разумом, может, и не понимает еще, потому что это такое двоякое. Ну, как бы он может подозревать это. Но вот душой и сердцем он чувствует. Почему тут пентаграмма? А пентаграмма это о духе, да, то есть он воодушевлен, одухотворен каким-то образом вами. И как бы ему не было сложно, больно, вот эта одухотворенность, которая, дух, да, который между вами, то есть пронизывающий его материю, которая находится сейчас не в лучшем состоянии, да, ну, физическое состояние у него очень тяжелое, да, он даже вот страдает, переживает, мучается, тяжело ему, да, то есть он как бы потрясен, может быть, он там не полностью разбит, да, но очень сильно страдает, но может быть и полностью разбит, подавлен. Даже вот ваш партнер может пребывать даже в состоянии очень сильной депрессии или даже в очень плохом физическом состоянии. Вплоть до того, что операция может быть какая-то, да, здесь туз мечей, это намек на операцию, да, то есть его физическое состояние очень близко к оперативному вмешательству, не хирургическому даже, да, но это тут допускается, мечи. Мечи. Воздух везде, да? Хорошо. Давайте посмотрим, что он сейчас планирует в эту минуту по отношению к вам, если бы он был рядом с вами. Что бы он мог планировать вот при такой тяжести и грузе? Вы знаете, он планирует сохранить ваш материальный образ. Он бы не хотел, чтобы с вами произошло или происходило то, что происходит с ним. Он планирует вас сохранить ваше
я вот сейчас скажу так, ваше сияние или ваше сиятельство, да, вот это сияющая роскошь или блеск. То есть он хочет, как бы, знаете, сохранить вас. Вот слышите, да, он планирует сохранить вас. Что это для вас, как для партнера, особенно для женщины? Ну, это очень классно. То есть он, как минимум, не планирует вас вычеркивать полностью из своей жизни, да. Хорошо, а какие у него планы могут быть на будущее, да? Вот смотрите, на сейчас как бы не тяжело, какое бы испытание вы ни проходили, у него от вас как слайд остался очень яркого какого-то явления. И вот это вот, оно и есть в его чувствах, понимаете, вот это ж мы чувства смотрели. Поэтому здесь вы очень дорогой для него человек, выбросить которого он из своей души, из своего разума не может. Вы как будто бы имеете некий такой союз материи и разума пока что. То, что я чувствую, я вам говорю только то, что я чувствую. Хорошо, а какие у него могут быть планы? Да, вот мы связываем десятку жезлов огня и угасающий огонь и повешенного, да? Какие могут быть планы? Он от вас не откажется, он не хочет терять вас, то есть это все у вас сегодня. И я вам так скажу, что он будет цепляться за вас, как за очень что-то дорогое. И причиной тому предмет или предметы, или, ну, я их называю так, якоря или крючки, да. Ну, якоря это более мягко, а крючки это более так по-магическому, да. Есть там еще такие понятия, как воронки, но это уже больше туда, да, в социально-бытовую психологию и управлением. Ну, управление персоналом и так далее. Да. Так вот, здесь получается следующий ход. То есть он планирует сохранить вашу материю в своем мире и не отдавать ее. Вот он проходит это испытание и все. Да? Как он будет проявляться в ближайшем будущем по отношению к вам? Что он будет делать? Он проявит как-то свои чувства необычно, креативно. И, может быть, он вам или пришлет какую-то весточку, даст о себе знать, да, или даст какой-то знак именно, да, то есть это может быть картинка, может быть картина, фотография и так далее. Вот, то есть это что-то с изображением, да, может быть фото, может быть что-то нарисует на дверях, может быть записку какую-то вставит, да, что-то рукописное или живописное, что-то вот такое. Может быть такое, что вы встретитесь или он вас пригласит на природу, где-то какая-то у вас будет встреча вот в таком эмоциональном. То есть он будет пытаться с вами связаться и будет пытаться вас и увидеть, и поговорить. Да, то есть он будет пытаться выходить на связь. Давайте теперь посмотрим, кто он для вас сейчас. Кто он для вас сейчас? Именно он, его смотрим. Кто он для вас сейчас? Ну, мужчина достаточно жесткий, особенно если это мужчина. А если женщина, тоже достаточно жесткая женщина. Здесь король прям выпадает. Вот, ну, давайте так скажем, он для вас сейчас человек важный, умный, сильный, жесткий и, я вам так скажу, ответственный. От него много зависит. От него многое зависит. Кто вы для него сейчас? Сегодня, сейчас, в эту минуту. Вы для него ветер, ураган, такой вот торнадо, да? И вы для него все равно огонь. То есть вы для него объект влюбленности и чувств, несмотря на то потрясение, которое произошло. Я вам так скажу, что вы как минимум можете остаться друзьями. Можете. Но и продолжение у вас тут потенциально может быть. То есть если вы будете прилагать какие-то усилия, то вы, может быть, и выйдете на что-то новое. Хорошо. Давайте посмотрим, какой он видит вас. Или каким она видит вас. Каким.
И получается, вы его глазами, да. Ну, вы человек как минимум настороженный, он чувствует, ну, недоверяющий, отталкивающий его, да, то, что между вами произошло, оно подействовало не только ж на него, но и на вас, да, то есть вы сейчас не готовы с ним сближаться, общаться, то есть вы готовы сейчас, ну, как бы вы человек, который ему не доверяет, все, то есть он вас напрягает, да, и он это понимает. То есть, что вы ему не доверяете, что вы его не готовы сейчас принять, и ему нужно это как-то теперь обыгрывать, доказывать что-то, объяснять, да, вот это вот то, что произошло, да, вот ему как-то нужно, ну, давать, искать зацепки, якоря, да, вот как к вам подойти, с какой, ну, как говорится, на какой козе подъехать, да, вот есть такая фраза, да, немножко она такая вульгарная, но ну, так оно сейчас выглядит, да, то есть он видит вас недоверяющий ему, да, себе, то есть ему. Хорошо, что самое ценное в вас? Вот я смотрю эту вертикаль, да, что самое ценное в вас, какое самое ценное качество, чем вы его цепляете, да, чем вы его якорите, своего партнера возле себя, каким качеством. Если вы женщина, вы ведьма, ну, если вы смотрите на мужчину, ну, он тоже какой-то такой ведьмачок, да, тут луна прям выпадает. Поэтому давайте я так скажу, что что-то такое за душу берет, это раз. Ну, в душе, тут вот зерно в душе. Ну, это магия женская. Женская, ну, может быть, есть такие мужчины, в которых живет такая роскошная женщина, она может быть как ведьма. Ну, и тогда он ведьмак, да, но как бы он ведьма в мужской оболочке тоже, давайте вот так скажем. Тут какая-то мистерия прям. Хорошо. Давайте скажем так. Теперь посмотрим вот это. Что он понял о вас? Именно вот то, что он понял. Понял, да? Что он понял из этой ситуации, давайте так скажем. Но здесь императрица, что вы для него как мать, да? Вы для него очень дорогая женщина, и вы для него самая лучшая женщина, которая когда-либо была. Да, вот так вот. Вот интересно, да, вот. Что же вас довело до этой ссоры? Давайте посмотрим, спросим, почему у вас произошла эта ссора. Теперь немножко так с других сторон посмотрим ваши отношения. Почему у вас произошла эта ссора? А почему она произошла? Ну, тут несколько вариантов. Первый вариант — это перебрали, да, там бывает выпили или сильно закружило вас, да, вскружилось. Ну и может быть третий человек здесь, третья женщина особенно, но это тут третья женщина, тут это женская карта. Ну или кто-то лишний, то есть либо вы, ну, знаете, есть такая пословица, да, такая приговорка такая. Вчера было больно хорошо, а сегодня просто больно, да. Так вот тут больно хорошо, да, а вот здесь вот просто больно. 3 карты, да, просто больно. Поэтому, да, тут третий может быть человек. Ну и может быть сильно много эмоций, да. Смотрите, расклад общий, если у вас нету соперника, соперницы, то это просто чрезмерная эмоциональность, да, поэтому, ну, жизнь не только ж праздник, да, и аттракцион, да, невидимой щедрости от вселенной, да, ну, учитывая то, что это ведьмацкая колода, тут эти 3 женщины, ну, это классическое понимание тройки кубков, это праздник, и третий в коллективе, да, третьим будешь. Далее, смотрите, то, что я вам говорил, я просто сюда докладываю, да, почему это происходит. Вам судьба испытывает ваши отношения на прочность. 10 и 3, 13. 13-й аркан — это смерть, то есть это вот такое вот, где-то страсть шалит, да, а где-то роковые события, и плюс судьбоносные события. То есть испытания, и как вы пройдете испытания, в зависимости от того, как вы пройдете, то вы получите, да, вот. Помните о том, что, да, жизнь не всегда только праздник, а еще иногда полоса белая, полоса черная, да, а между ними что?
Сами знаете, между этими двумя полосами. Хорошо, давайте так скажем. Готов ли он вас потерять вот в этой ситуации? Ну, судя по тому, что я вижу, нет. Но все равно, вот, давайте испытаем его на прочность вашего партнера. 20-й аркан, вы знаете, он может и готов для вас потерять, но только, скорее всего, для того, чтобы начать что-то новое. Это страшный суд и очищение, поэтому я скажу так. Готов ли он вас потерять? Да, для того, чтобы снова найти. То есть, смотрите, такую, как вы, он больше не найдет. Он это четко осознает. Поэтому он исполнит любую серенаду, да, сонату, сюиту или там, как она там еще, музыкальные эти произведения, да, кантату, да, там, или что еще там, как они называются, не особо там в музыке сильно волочу, как говорится, но он постарается так сделать, чтобы вы его слышали, да, то есть он-то готов вас потерять, но он будет пытаться выходить на связь. Вот этот момент, да, тут ноты, тут звуки, да, то есть он будет трубить о себе, заявлять о себе. То есть, да, готов, но осознает, что лучше вас ничего нет. Вот так вот, да. Хорошо. А будет ли он вас возвращать? Давайте вот так зайдем, посмотрим. Будет ли он вас возвращать? Да. Будет возвращать, но здесь, смотрите, особенно если он водной стихии человек. Почему водные стихии? Все-таки это рак, и особенно если он водный, ну или в крайнем случае, если он водолей, близнец и весы. Давайте спросим, что вам делать в этой ситуации? Вам карты пока советуют помолчать, залечь на дно, десятка мечей, прекратить. То есть помолчать, поигнорить. Помолчите пока. Сколько по времени? Ну давайте, сколько по времени? Сколько хотите. Это не имеет значения. Молчите пока. Ну как минимум дней 10 помолчите. Дней 10. Хорошо. Что вам нужно делать при этом? Ну, здесь вам нужно, знаете, как все равно. Вы можете молчать, вы можете там что угодно делать и сколько угодно молчать. Но вам нужно, знаете, как инвестировать в свое мастерство. И это мастерство у вас может быть как в отношении с этим человеком, так и в саморазвитии. Да? То есть останавливать жизнь вам нельзя. То есть вы можете молчать сколько угодно, но не умирать как минимум для себя и не останавливать жизнь. Жизнь на этом не закончилась. Что вам советуют высшие силы прямо сейчас? Выбросить из головы все дурное. Ну вот именно всю темноту. И просто услышьте, не бери дурного в голову, а тяжелого в руки. Я у этой барышни здесь, у этого человека, да, тут может быть и мужчина, не вижу ничего дурного в голове и ничего тяжелого в руках. То есть здесь она как бы прощается со своим колпаком, да, но он же опять прилетит назад, да. Поэтому, если у вас будет что-то тяжелое в руках, то колпак, будучи тяжелый в руках, прилетит вам бумерангом. Поэтому не берите дурного в голову, тяжелого в руки. Будет примирение и будет новый виток. В конечном итоге завтра утром проснетесь, уже будет легче, уже будет новый день, уже будет новая жизнь, новый этап. Да? Если вы не останавливаете осознанно свою жизнь, а продолжаете ее развивать, то будет новое развитие и новая сила духа, да, она даст возможность и вам, и вашему партнеру выходить на новый уровень. Уйти или остаться? Ну, уйти вы можете только после того, как сорвете аплодисменты, а лучше еще бурные овации и признания. А поскольку этого еще не произошло,
то до тех пор, пока бурные аплодисменты, признания и овации не произойдут, уходить вам не стоит. Будет ли счастье в этих отношениях? Все зависит от мужчины, и все счастье в мужских руках, особенно если мужчина умеет контролировать свои запросы и умеет контролировать свои амбиции, потому что здесь есть колесница. Ну и будете ли вы вместе? Здесь 9 кубков, и карта говорит о том, что вы и сами не пропадете. И вот до тех пор, пока в вас не придет это осознание, что вы можете справляться сами, вот когда оно придет, тогда вы и будете вместе. Поэтому сейчас самая главная работа для вас – это проработка внутреннего спокойствия и баланса. И вот когда оно придет, тогда кошка с крабом обязательно договорятся и не испортят ничего на пляже и не разрушат тот замок из песка, который сейчас в отношениях складывается за вашей спиною. Світла вам та вашому Всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та Всесвіти, які оточують вас. І пам'ятайте, що б там не було, завжди баланс та внутрішня гармонія та ваше внутрішнє мистецтво вашої внутрішньої відьми або відьмака допоможе вам вийти з будь-якої складної ситуації та зберегти іноді таке хитке становище у будь-яких справах. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.